Добрый день, дорогие зрители моего канала! Сегодня я хочу показать вам интересный мастер-класс по плетению браслета. Также у меня есть небольшая просьба. Если вы плетете изделие по моему мастер-классу, то оставляйте ссылку либо описание под вашими фотографиями. Если вы впервые на моем канале, то не забывайте подписаться, а также поставить колокольчик, чтобы не пропустить уведомления о моих новых мастер-классах. Ну что же, давайте приступим. Вот схема, по которой мы будем плести наши изделия. Очень простая, мотив будет повторяющимся, состоящим только из колец, соединенных между собой. Для этой работы я взяла самый большой челнок, который у меня был. Он позволяет намотать достаточно большое количество нити. Итак, начинаем плести первое колечко. Оно у нас 7 пико 7. Вначале заправляем ниточку, прячем ее в 3-4 узелка. И вот, пожалуйста, первое колечко у нас готово. Следующее плетем без отступа, прям сразу, колечко 9 пико 9. Еще одно колечко у нас готово. Теперь начинаем плести кольцо номер 4. При этом первое пико после 5 узелков у нас будет соединительным. Плетем 5 узлов. Теперь берем крючок, и мы должны наложить каждое колечко друг на друга. То есть вначале у нас будет лежать колечко самое большое 12 пико 12, далее будет лежать колечко 9 пико 9 и затем колечко 7 пико 7. Теперь аккуратно заводим крючок и поддеваем пико от первого колечка. Если вам неудобно, можно немножко его присогнуть и чуть подсунуть их под наши колечки. Аккуратно находим пико, ввожу крючок в первое колечко, снова берем крючок и теперь уже будем соединять колечко номер 2. Точно так же находим пико аккуратненько. Теперь аккуратно расправляем наши колечки, которые мы сплели, чтобы они лежали правильно, чтобы узелки все смотрели в одну сторону. Вот что у вас пока должно получиться. Далее мы начинаем плести. Опять у нас будет повтор. То же самое. Начинаем колечко номер 1, номер 2, номер 3. Теперь второе кольцо. И вот третье колечко у меня теперь готово. Теперь начинаем плести кольцо номер 4. Плетем первых 5 узлов.
Если неудобно, вы можете просто выворачивать ваши колечки. Вот видите, смотрите, я сейчас кольцо номер 3 я просто отогнула в сторону, чтобы оно мне не мешалось. И теперь подкладываем наш предыдущий мотив из колец. Проходимся вначале за пико нашего колечка номер 3. Потом проходимся за пико предыдущего мотива и выполняем соединение. Далее доплетаем по схеме. Ничего не меняется у нас. Поправляем, подтягиваем, смотрим, чтобы ниточка у нас ездила. Плетем 4 узла. Вот такой рисунок у нас получается. Далее мы опять начинаем плести. Вначале первое, второе, третье колечко, большое четвертое кольцо. Не забываем соединяться с предыдущим мотивом за пико и продолжаем плести до нужной нам длины. Одна сторона браслета у нас готова. Вот это лицевая сторона, а вот это у нас изнанка. Теперь мы приступим к плетению второй стороны. Она будет у нас расположена, рисунок будет похож на елочку. То есть вот эти колечки теперь будут смотреть в другую сторону. Еще хочу, кстати, заметить важный момент, что расход нитки достаточно большой. Поэтому учитывайте это при намотке нитки на челнок. Начинаем плетение с соединения нашей нити с основанием нашего первого, самого-самого первого маленького колечка. 7 пико 7. Протаскиваем нить сквозь кольцо. Продели. Далее мы начинаем плести колечко 7 пико 7. Конец нити мы опять заправляем в узелки. 3-4 узла. Вот что у нас получается. Перед плетением следующего колечка кладем изделие на изнанку, соединяем опять с основанием колечко номер 2 уже нить. Это делается для того, чтобы работа у нас была симметричной. В противном случае колечки могут смотреть немного в разные стороны. Это вот у меня изнанка. Опять соединяем нить с колечком номер 3 с основанием. Опять за основание проходимся. Плетем следующее кольцо. 12 пико 12. При плетении следующего колечка вначале мы соединяться не будем. Плетем сразу кольцо номер 4, то есть плетем 5 узлов, соединяемся с первым кольцом, плетем 2 узла со вторым колечком, плетем еще 2 узла с третьим кольцом, будем соединять. Вот 5 узлов я сплела. Теперь аккуратно соединяюсь с колечком номер 1 за пико. Далее плетем еще 2 узла
Плетем 4 узла, пико и 9 узелков. После этого колечко затягиваем. И вот что у нас получается. После этого мы должны соединиться ниточкой за основание 4-го колечка с другой стороны, чтобы у нас была работа симметричной, и продолжаем плетение в том же порядке до конца нашего браслета. Давайте вместе соединим за основание 4-го колечка нашу ниточку. Вот, колечко 7 пико 7 у меня сплетено. Теперь мы должны соединиться за основание колечка номер 2 в нашем рисунке, то есть колечко 9 пико 9. Соединяем, находим его здесь аккуратненько в нашей работе. Вот оно у меня. Как только вы закончили плести колечко номер 2, нить мы соединяем с основанием кольца 12 пико 12. Находим основание этого колечка. Вот у меня оно. Если перевернуть, посмотреть, вот видите, да? Два узла плетем. Соединяемся с колечком номер 2, который у нас 9 пико 9. Далее подхватываем колечко 12 пико 12 за пико. Вот видите, у меня здесь 2 пико надето. Проходимся сквозь 2 пико, выполняем соединение и доплетаем по схеме до конца. После того, как вы доплели колечко, стянули его, мы должны зацепиться за точно такое же кольцо напротив. Выполняем соединение. И доплетаем таким же образом браслет до конца. Вот посмотрите, вот это у меня изнанка получается. Кольца очень крепко и надежно между собой соединены. Вот это у меня лицевая сторона. Ну что же, я доплела свой браслет, доделала вторую сторону полностью.
Вот такой он у меня с лицевой стороны. И вот это у меня изнанка. Тут остается приделать лишь замочек. У меня, скорее всего, будет обычный застегивающийся карабинчик, который я буду крепить в основании вот этих колец с одной и с другой стороны. Скорее всего, я это буду делать через соединительные кольца. Ну что же, вот такой небольшой мастер-класс вы сегодня просмотрели. Надеюсь, вы смогли почерпнуть что-то полезное для себя. Не забывайте ставить лайки, если вам понравилось это видео, а также подписывайтесь на канал, пишите комментарии, что бы вы хотели увидеть в новых мастер-классах. Я всегда прислушиваюсь к вашему мнению. А на сегодня я прощаюсь с вами. До новых встреч!